Друзья, очень важное объявление, буквально вот полминуты вашего времени займу. У нас теперь есть собственный журнал. Он называется «Чтиво», так же, как называется этот канал. Этот журнал рассказывает об исторических событиях и о современности. Мы попытались вот так сшить два пространства. Ну, потому что на самом деле все есть история. Первый номер, на обложке большой актер Евгений Цыганов, который сыграл в моем сериале, который тоже называется «Первый номер». Внутри главная тема – это история шоу, о том, как вообще зрелище от боев легионеров пришли к огромным концертам, типа концертов Тейлор Свифт, которые формируют экономику целых городов. Ну, внутри масса колонок еще авторских, авторы которых вы еще со времен Esquire любите. Ну и самое главное, мы сделали предзаказ первого номера, потому что постоянно первый номер разлетается. Так было в правилах жизни, так было в Esquire, и потом он стоит бог знает каких денег. Мы сделали предзаказ, чтобы, в общем, достаточное количество людей могло его приобрести. Предзаказ доступен на Озоне, вот по этой ссылке. Все, давайте дальше смотреть про историю. Как устроить настоящий пир во время чумы? Как поразить мир блеском в нищей, озлобленной стране? Ответит шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Шах Мохаммед Реза пришел к власти в 1941 году после совместной интервенции Советского Союза и Британии в Иран. Но главным союзником и покровителем шаха вскоре стала Америка. Внутреннюю оппозицию он разгромил, а инакомыслие подавлял. Пережил в 1949 году неудачное покушение и начал закручивать гайки. Нельзя сказать, что шах совсем уж ничего не делал, а только сажал недовольных. Однако ключевая для его правления аграрная реформа не удалась. Нововведения вызывали перекосы в развитии и острую конфронтацию с шиитским духовенством. Как это часто бывает, религиозные лозунги оппозиции переплелись с политическими и с социальными. Верующие критиковали шаха не только за несоответствие нормам религии, но и за коррупцию, авторитаризм и внешнеполитический курс. Во главе протестующих стоял богослов Рухаллах Эмини, преподаватель медресе и проповедник. Иран был богат нефтью, и шах стоял у истоков нефтяного картеля ОПЕК. Деньги в стране были. Понятно, что приближенные шаха значительную часть этих денег клали себе в карман, но сам он старался вкладывать в модернизацию. Другой вопрос, насколько это получалось. Шах явно старался осовременить аграрную экономику, но, судя по всему, не очень понимал, что и в какой последовательности нужно делать. Строились электростанции, для которых не было ни инженеров, ни рынков сбыта. Под ключ создавались заводы, для которых не было рабочих и чью продукцию некому было покупать. В экономику вливались деньги, но они только разгоняли инфляцию. Шахский Иран был похож на гигантскую мастерскую, где разбросаны отличные новые детали, которые не получается собрать ни во что цельное. При этом современная промышленность строилась в стране, где у многих не было даже нормального доступа к питьевой воде. Самому шаху нефтедоллары вскружили голову. Он считал, что нефтяные доходы позволят закрыть любую дыру в бюджете, а сам себя видел во главе нового игрока на мировой арене, наследника древней персидской цивилизации. Он лез во внешнеполитические авантюры, закупал оружие, перестраивал Тегеран, возводя блестящий фасад для своей модернизации. Шаха очаровали исторические и цивилизационные концепции. История Древней Персии, судьба арийской цивилизации. За блестящим фасадом при этом далеко не все было благополучно. За нефтяным бумом наступил кризис. Перегретая экономика сбоила. Шах был абсолютным монархом, и его слово никто не мог оспорить. Но у такого могущества была обратная сторона. Во всех неурядицах, бедности, коррупции, в неустроенности, в ситуации, когда в стране одновременно остро не хватало и кадров, и рабочих мест, подданные винили именно своего монарха. Вот на таком фоне в 1971 году шах затеял грандиозное празднование годовщины основания Персидской империи. У него было собственное летоисчисление. От древней державы персов Ахеменидов сразу от Кира Великого с 550 года до Рождества Христова. Так что отмечать планировали умопомрачительный юбилей. 2500 лет. Подготовка к торжеству продлилась год. Возглавил мероприятие министр двора Асадалла Алям, который постоянно находился на связи с императрицей Ирана. Местом для праздника избрали руины Персеполиса. Персеполис построили в VI веке до нашей эры на юго-западе современного Ирана. Царь Дарий перенес туда столицу и начал возводить колоссальные сооружения. Каждый следующий владыка дополнял город новыми роскошными дворцами, сокровищницами, колоннадами, вратами, гробницами. Так продолжалось, пока Персия не пала под ударами Александра Македонского. Персеполис был сожжен и заброшен. Однако даже руины впечатляли. Вот здесь и решили провести церемонию. В
В конце концов, задумывалась не вечеринка с поп-звездами, а праздник на века. Иран должен был предстать перед всем миром в грандиозном блеске. Символом праздника был избран так называемый цилиндр Кира, глиняный цилиндр с надписями, восхваляющими этого царя. Найден он был в руинах Вавилона в конце 19 века. На время празднеств цилиндр передали Ирану из Британского музея. Перед министром двора стояла сложная задача – сделать на время праздника удобной и приятной жизнь в древних руинах. Всю необходимую инфраструктуру нужно было строить с нуля. До ближайшего крупного города, Шираза, было более 40 километров по прямой, так что требовалось реконструировать аэропорт и шоссе. Шираз стал базой для строительства. Весь персонал разместили там. Окрестности нужно было очистить от змей, опасных животных и вообще от всего, что могло бы создать неудобства. Для гостей рядом с руинами древней столицы воздвигли Золотой город, шикарный глэмпинг. Шатры, где разместили гостей, были разбиты на комнаты. Спальни, гостиные, ванны, комнаты для прислуги. И оснащались они по последнему слову. Телефоны, мебель и так далее. Фактически, каждый такой шатер представлял собой небольшую, со вкусом обустроенную квартиру. Привлечь к созданию образцовой восточной сказки местные кадры шах, конечно, не пытался. Разрабатывал этот персидский Диснейленд парижская дизайнерская фирма с почти вековой историей. Шатры располагались звездой вокруг центрального фонтана. Отдельно стоял специальный большой шатер для приема особенно важных гостей. Наконец, банкетный зал 68 на 24 метра предназначался для завтраков и ужинов. За кейтеринг отвечал парижский ресторан «Максим», одно из самых прославленных заведений того времени. Ресторан закрылся на 2 недели, чтобы обслужить вечеринку в Персеполисе. Над этим трудилось 160 поваров, пекарей и официантов. Вообще голодать гостям не приходилось. Персонал ресторана приехал из Франции вместе с 4 тоннами мяса, тонной морепродуктов, а также тысячами бутылок вина, не считая всего прочего. Не забыли гигантские кубы льда. Меню удовлетворило бы самого взыскательного ресторанного критика. Перепелиные яйца, фаршированные каспийской икрой, мусс из раковых хвостов с белым вином и тому подобные деликатесы. Гвоздем программы были поданные к столу императорские павлины. Правда, павлины были чучелами, а есть нужно было фаршированных перепелов вокруг, как бы придворных. Для мелких нужд и простых человеческих радостей в отдельных шатрах разместили парикмахерские, салоны красоты, клуб, бар, кабаре и игровой зал, а снаружи поле для гольфа. Окрестности Персеполиса выглядели настолько безрадостно, что из Европы привезли 15 тысяч деревьев, цветники и 70 тысяч разнообразных птиц. Большая часть должна была умереть от жары, но уже после окончания праздника. В это время в окрестностях жесткой химией травили змей и скорпион. Какой-нибудь премьер-министр, покусный членистоногим, мог просто испортить все торжества. Естественно, все это требовало еще и колоссального количества воды. Такая вечеринка подразумевала соответствующее общество. Прибыли монархи Бахрейна, Бельгии, Дании, Норвегии, Непала и множество других стран с супругами. Приехали наследники престолов Италии, Японии, Греции, принц-консорт Британии Филипп, вице-президент США, президенты множества республик от Египта до ЮАР, председатель президиума Верховного Совета Советского Союза, первая леди Филиппин с дочерью, кардинал Максимилиан Фюрстенбергский от Ватикана, министр иностранных дел Португалии, глава Бундестага и посол Китая в Пакистане смотрелись в этом обществе практически как плебеи. Всего присутствовало 18 президентов и 1,5 десятка монархов, не считая прочих. Некоторые пункты в списке имели особое значение. Например, Николай Подгорный, представлявший Советский Союз, был, так сказать, ходячей шпилькой в адрес США. У шаха наметилось сближение с Советским Союзом, и приглашение на праздник напоминало русским о совместных проектах, а американцам о том, что за благосклонность шаха стоит побороться. С другой стороны, красноречивым было и отсутствие представителей некоторых стран. Сирия, Ирак и Саудовская Аравия с недовольством относились к попыткам Ирана стать доминирующей силой на Ближнем Востоке. Гостей доставляли из аэропорта Шираза 250 лимузинов «Мерседес». Праздник получился величественный, восхитительный, а у подданных шаха он вызвал невероятное бешенство. Иран, благодаря экономическим реформам шаха, переживал стремительную урбанизацию. Но о том, что рабочим новых заводов нужно, например, новое жилье, никто не подумал. Так что даже в пригородах Тегерана люди жили в глинобитных лачугах. В сельской местности голод был явлением не то чтобы повальным, но никого не удивляющим.
Чтобы скрыться от народной любви и оградить от нее гостей, были приняты все необходимые меры. Дорога из Шираза и сам глэмпинг тщательно охранялись. На одном из КПП даже задержали короля Дании по ошибке. Государственную границу перекрыли. Университеты на время праздника позакрывали, а всех подозрительных арестовали заранее, на всякий случай. Само празднование началось 12 октября 1971 года в Пасагардах, первой из древних столиц Персии. Шах Риза произнес прочувственную речь у мавзолея царя Кира под бой барабанов. Он обещал сохранить и приумножить его наследие. В конце речи случилось незапланированное, но замеченное всеми событие. Во время минуты молчания в память о Кире подул ветер, вздымая в воздух песок над гробницей. Затем началась основная часть. В Шираз съезжались гости. Шоссе освещалось гигантскими нефтяными факелами. В шатрах гостей ждал сюрприз – их собственные портреты, искусно вытканные на гобеленах, а также закуски и алкоголь. Самым экзотическим гостем был, без сомнения, император Эфиопии Хайле Селассие. Как вдовец он прибыл без жены, зато с собакой, ошейник которой был украшен бриллиантами. Собака была таким образом одета богаче, чем многие первые леди. 14 октября состоялся торжественный ужин. 600 гостей праздновали, ни в чем себе не отказывая. После ужина гости отправились к древним руинам. Перед ними развернули светомузыкальные представления, а затем грандиозный фейерверк. В наше время в светомузыкальных шоу нет ничего необычного, а тогда такие развлечения были новым изобретением. Веселье продолжалось, пока гости стояли на ногах, а на следующий день настал момент для главного события. Среди руин прошел грандиозный парад с участием 1200 человек. Массовка была набрана из солдат иранской армии. Они представляли 2500 лет Персии. Костюмы, доспехи, фурнитура, оружие, украшения – все было воссоздано с маниакальной тщательностью по фрескам, археологическим находкам и описаниям. Оркестр играл на инструментах, воссозданных специально для такого случая. Парадные построения включали процессии на лошадях, верблюдах, колесницах. Корабли в натуральную величину отдельно тянули даже реконструированную осадную башню. Все это транслировалось по телевидению на Иран и весь мир в прямом эфире. Вечером гости еще раз отужинали. Теперь подавали блюда традиционной иранской кухни. Многие уехали в Шираз. Другие отправились на автопати в Тегеран. Там шах торжественно открыл помпезную башню, которая в наше время носит название Азади. Это сооружение, которое сейчас видят люди, прибывающие в Тегеран из аэропорта. 45-метровая башня из белого мрамора содержит внутри музей, но, конечно, главное ее назначение – просто впечатлять. Затем шах отправился к усыпальнице своего отца, и на этом праздник завершился. Все торжество вышло исключительно впечатляющим. Но всех оно впечатлило по-разному. За рубежом аплодировали и восторгались. Но в Иране люди были в ярости. В стране не могли понять, как можно пировать в такой роскоши, когда людям нечего есть. Отдельно возмущало полное отсутствие на празднике собственных иранцев, если не считать массовку на параде. С точки зрения обычных иранцев, гости вели себя просто непристойно. В глубоко религиозном мусульманском обществе обилие вина уже само по себе было компроматом, не говоря о развязно ведущих себя женщинах. К тому же вечеринка стоила прорву денег. Оценки самые разные. Шах официально сообщил о достаточно скромных 17 миллионах долларов. Но в прессе эта цифра все увеличивалась и увеличивалась, пока не достигла сотен миллионов. Так что внутри страны шах Риза столкнулся с оглушительным провалом. Аятолла Хамейни не уставал метать в него стрелы, проклиная за сатанинский праздник. И очень многие иранцы были с ним согласны. Несколько лет спустя исламская революция покончила с иранской монархией. Можно спорить, лучше ли новый Иран прежнего, но нетрудно понять, почему погиб старый режим. Золотой город в Персиполе разгромили. Сами руины – одна из главных достопримечательностей Ирана. Но вот от шатров праздничного города остались только металлические остовы. Тоже в некотором роде памятник своей эпохи.